Я рада приветствовать всех на своем канале Вязание крючком с Ириной Булановой. Сегодня мы будем рассматривать узор для удлиненного жилета. Узор простой, несложный, вяжется быстро и легко. Раппорт узора 10 петель. Значит, мы будем вязать 2 раппорта. Нам надо набрать 23 воздушные петли. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Вот так. Набрали, держим петельку, набираем 3 воздушные петли подъема. Теперь отходим назад. Сейчас мы пропустили 4 воздушные петли, заходим в 5-ю и вывязываем столбик с накидом 1. Это и есть начало первого ряда. Далее нам надо набрать 7 воздушных петель. 3, 4, 5, 6, 7. И, соответственно, внизу нам пропустить надо тоже 7 воздушных петель. Заходим в 8-ю и вывязываем в каждую петлю по столбику с накидом 1, следующую петлю 2, следующую петлю 3 столбика с накидом. Вот так. 7 воздушных петель. 3, 4, 5, 6, 7. Пропускаем 7 петель внизу. Заходим в 8-ю и вывязываем 3 столбика с накидом в каждую петлю. 2, 3. Тем самым мы с вами закончили первый ряд. Как выглядит раппорт узора? Раппорт узора выглядит от начала первого столбика до начала первого столбика следующего элемента. Вот раппорт узора. 3 воздушные петли подъема. Переворачиваем работу. Заходим во 2-й столбик и вывязываем столбик с накидом 1. Это и есть начало второго ряда. 3 воздушные петли. У нас есть воздушная цепочка из 7 воздушных петель. Есть 2 варианта вязания, кому как нравится. Мы можем пропустить 3 воздушные петли, зайти в 4-ю и из нее связать 3 столбика с накидом из одной точки. 1, 2, 3. Такой вариант, да? А есть вариант другой. Мы заходим под арочку и вывязываем 3 столбика с накидом из одной арочки. Кому как нравится. 3 воздушные петли. Я буду вязать так. Теперь мы заходим в 3 столбика с накидом предыдущего ряда, и нам теперь надо провязать 3 столбика с накидом с одной вершины. Мы зашли в 1-й столбик, оставили петлю на крючке, во 2-й столбик не довязали столбик с накидом, и в 3-й столбик мы зашли и не довязали столбик с накидом. У нас на крючке 4 петли. Мы провязали 3 недовязанных столбика с накидом одной петлей, и далее 2 петли, которые у нас были на крючке, мы провязали еще одной петлей. 3 воздушные петли. Заходим под арочку или в 4-ю петлю воздушную в воздушной цепочке
и вяжем 3 столбика с накидом. Я думаю, так будет лучше, потому что здесь у нас 3 столбика с накидом в каждую петлю. На ваше усмотрение. 3 воздушные петли. В конце ряда у нас есть столбик с накидом. Мы заходим в него и не довязываем столбик с накидом. И в третью петлю подъема мы не довязываем столбик с накидом. На крючке 3 петли. Сначала провязали 2. Сейчас у нас на крючке 2 петли. Мы провязали еще одной петлей. Мы с вами связали второй ряд. 3 воздушные петли подъема, начало третьего ряда, 3 воздушные петли по рисунку. Мы с вами набрали 6 воздушных петель. Переворачиваем работу. И провязываем 3 столбика с накидом, столбик в столбик предыдущего ряда. Провязали. 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Заходим в следующий элемент из 3 столбиков с накидом и вывязываем 3 столбика с накидом в каждую петлю, в каждый столбик предыдущего ряда. Провязали. 3 воздушные петли. В конце ряда в третью петлю подъема мы вывязываем столбик с накидом. Мы с вами связали третий ряд. 3 воздушные петли — это начало четвертого ряда. Переворачиваем работу, заходим в первый столбик, прям в первый, и вывязываем столбик с накидом 1. Это и есть начало четвертого ряда. 3 воздушные петли. Заходим в элемент из 3 столбиков и вяжем 3 столбика с накидом с одной вершиной. 1 столбик с накидом не довязали, 2 столбик с накидом не довязали, 3 столбик с накидом не довязали. На крючке 4 петли сначала провязали 3, на крючке 2 петли провязали 2 петли одной петлей. 3 воздушные петли. Заходим под арочку из 7 воздушных петель предыдущего ряда и вывязываем 3 столбика с накидом. Я напоминаю, это мой вариант. У нас получился, у меня получился лепесток. А по схеме, вот такой лепесток. А по схеме здесь должен быть из одной. Давайте попробуем, как он будет выглядеть, да? 1, 2, 3, 4. Заходим в четвертую петлю и вывязываем 3 столбика с накидом из одной точки. И в конце вязания узора образца мы увидим, какой вариант лучше. 3 воздушные петли. И переходим к следующему элементу и вяжем 3 столбика, не довязанные 3 столбика с одной вершиной. 2 столбик не довязали, 3 столбик не довязали. На крючке 4 петли провязали сначала 3 столбика вместе одной петлей. На крючке 2 петли провязали все одной петлей. 3 воздушные петли. Из третьей петли подъема мы вяжем 2 столбика с накидом из одной точки. Мы с вами связали четвертый ряд. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, 4. 3 воздушные петли подъема — это начало 5-го ряда. Заходим не в первый столбик, а во второй и вывязываем столбик с накидом 1. 7 воздушных петель. 5, 6, 7. Заходим в элемент по ходу вязания и вяжем 3 столбика с накидом в каждый столбик предыдущего ряда. 2, 3.
Далее мы вяжем 7 воздушных петель. 5, 6, 7. В конце ряда мы заходим, пропускаем этот элемент, который у нас в предыдущем ряду, заходим в конце ряда столбик, столбик предыдущего ряда, вывязываем столбик с накидом, и в третью петлю подъема мы вывязываем еще один столбик с накидом. Мы с вами связали 5-й ряд. 3 воздушные петли подъема — это начало 6-го ряда. Мы первый столбик пропускаем, заходим во второй, вывязываем столбик с накидом 1. 3 воздушные петли подъема. И вот смотрите, да? Так выглядит, как по схеме, в 4-ю воздушную петлю. Так выглядит узор. Мы вяжем 3 столбика с накидом под арочку. На ваше усмотрение. Если вам принципиально такая разница, вяжите так. Вот так, значит, правильно. Из одной петли 3 столбика с накидом. Находим 1, 2, 3. Заходим в 4-ю и вывязываем 4 столбика. 3 столбика с накидом из одной точки. 1 из 4-й воздушной петли, 2, 3. Далее 3 воздушные петли, заходим в следующий элемент по ходу вязания и вяжем 3 недовязанных столбика с одной вершиной. Мы провязали, не довязали 3 столбика с накидом, 3 петли провязываем одной петлей, и оставшиеся 2 мы провязываем еще одной петлей. Видно, да, что здесь у нас получается овальный, а здесь у нас с одной стороны листочек квадратный, а с другой стороны конусом. На ваше усмотрение. 3 воздушные петли. Находим 4-ю, 1, 2, 3, 4 воздушную петлю и вывязываем 3 столбика с накидом из одной точки. 3 воздушные петли. В конце ряда мы заходим столбик, столбик по ходу вязания, вывязываем столбик, не довязываем столбик с накидом. И в 3-ю петлю подъема мы тоже не довязываем столбик с накидом. На крючке 3 петли, сначала 2 вместе, потом еще 2 вместе. Мы с вами связали 6-й ряд. Следующий ряд по схеме будет 3-й. Узор вяжется легко, быстро, ничего в нем сложного нет. И еще раз, на ваше усмотрение, здесь из одной петли, здесь под арочку. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Ставьте лайки. Ссылка на модель, которую можно связать этим узором, будет находиться в описании под видео. А всем пока-пока.